Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю легкие, воздушные, пышные булочки с творогом и изюмом. Они такие вкусные, ароматные и красивые. Получаются как ватрушки-улитки. Приготовьте их для своих родных, я уверена, они всем понравятся. Для приготовления теста мне понадобится сначала в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю 1 чайную ложку сахара от общего количества, всыпаю дрожжи, хорошо перемешиваю. Дам постоять примерно 5-7 минут. Разбиваю в миску 2 яйца, всыпаю сахар, добавляю соль и экстракт ванили. Перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи. Перемешиваю. И теперь постепенно просеиваю муку. Ее может понадобиться больше или меньше. Начинаю замешивать тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Добавляю всю оставшуюся муку. Тесто получилось еще немного липкое, поэтому я дополнительно добавляю муку. Вы тоже смотрите по консистенции теста, так как яйца разные и мука также разная. Перехожу к замесу теста на столе. Оно как будто еще немного липкое, но муку я больше не добавляю. Буду вымешивать его, пока оно не перестанет липнуть к рукам и к столу. Понадобится примерно 7-8 минут. Подкатываю тесто в шар, перекладываю в миску, смазанную растительным маслом без запаха. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Для приготовления начинки мне понадобится начинку я начинаю готовить уже когда подошло тесто. В творог добавляю сахар. Я это делаю для того, чтобы начинка не потекла, так как только вы в творог добавляете сахар, он может немного поплыть. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И в зависимости от влажности творога добавляем манку. Я добавляю 1 столовую ложку. Хорошо все перемешиваю. Для рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Посмотрите, как великолепно подошло тесто. Оно выросло в объеме больше, чем в 2 раза. Достаю его из миски. Оно очень нежное. Я его слишком сильно не приминаю, расправляю прямо на столе и скалкой раскатываю в прямоугольный пласт. Тесто очень хорошее, оно фактически не прилипает, поэтому я не пользуюсь дополнительно мукой. У меня получился пласт теста длиной 44 см и шириной 34 толщина примерно 5-7 мм. Сверху на тесто выкладываю творожную начинку. Распределяю ее ровным слоем, немного не доходя до края. Кстати, сахар в начинку добавляйте по своему вкусу. Сколько хотите, столько и используйте. Теперь сверху на творог разбрасываю изюм. Я его предварительно не замачивала, так как влагу даст творог. Изюм все равно получится нежным и мягким. Но если вы хотите, конечно, его предварительно можно замочить. Теперь все скручиваю в рулет. Слишком сильно я ничего не поджимаю. Край рулета можно слегка защипнуть. Переворачиваю рулет швом вниз и разрежу его на отдельные булочки. У меня сейчас получилась длина рулета примерно 50 сантиметров. Я буду делать булочки толщиной примерно по 4 сантиметра. Всего у меня получится 12 булочек.
Я подготовила противень, выстелила его пергаментной бумагой. Бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Тесто я буду разрезать при помощи нити. Это очень удобно. Получаются вот такие булочки. И чтобы булочка на противне не подтекала, донышко можно слегка окунуть в муку. Я взяла вот немного муки, окунаю донышко в муку. Выкладываю на противень. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Накрываю булочки сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно минут на 20. Булочки подошли, и теперь я их сверху смажу желтком и молоком, хорошо разбалтывая. Булочки получатся румяные и красивые. Можно смазать только верх булочек, можно смазать и бока, как вам больше нравится. И теперь я все отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Булочки я достала из духовки. Вы только посмотрите, какие красавицы получились, какие они пышные, воздушные, очень здорово увеличились в объеме. Сейчас надо дать булочкам время немного остыть. Я перетащу их на решетку. Вы не представляете, какой здесь сейчас стоит аромат. Это просто что-то невероятное. У меня булочки получились такие большие, они даже соединились между собой. Выглядят они просто потрясающе. Когда булочки остыли, присыпаю их сверху сахарной пудрой. Если хотите, их можно смазать сахарным сиропом, тогда они просто будут такие блестящие. Сегодня я хочу присыпать именно сахарной пудрой. Выглядят они просто великолепно, а какие они вкусные и очень ароматные. Обязательно их приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!